Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы с Тёмой сделаем поделку, которая называется часы. Часы из дерева. Это очень простая поделка. В прошлый раз мы делали поделку сову, а сейчас у нас будут часы. Для того, чтобы сделать, берем старое дерево, также электро- или бензопилу и начинаем работать. Тёма, готов? Да. Приступим. Теперь необходимо вырезать из дерева пятачок. Вот такой пятачок получился. Теперь с помощью его мы сделаем циферблат красивых домашних часов. Для того, чтобы сделать часы из дерева, понадобятся старые часы и круг примерно такого же диаметра, как старые часы. Теперь разбираем старые часы, снимаем часовой механизм и стрелки. И демонтировать стрелки. Они вынимаются очень легко, потянул вверх. Вот так снимаю секундная стрелка. Минутная, часовая. Теперь с помощью плоскоупсов или ключика на 10 открутим часовой механизм. Здесь идет гайка и шайба. Вынимаем. Нам часы уже больше не нужны. Теперь необходимо проверить часовой механизм, чтобы он работал. Для этого ставим батарейку и запустим. Берем этот круг, прикладываем к нему часовой механизм с лицевой части, обводим. И после этого можно начать вырезать отверстие сквозное. Для этого я воспользуюсь электролобзиком и сверло для начального сверления. В углу просверлим отверстие. После этого пропиливаем с помощью лобзика квадратный пропил. Смотрим, чтобы отверстие было как можно точнее. Вот видно, что часовой механизм полностью вошел на свое место. При этом он работает. Основная часть работы сделана. Теперь необходимо произвести разметку на циферблате. С помощью выжигателя выжечь цифры. И после этого полакировать лаком. Еще раз проверим часовой механизм. Ставим секундную стрелку. И видно, что она движется. Значит, никакого перекоса корпуса часового механизма нет. Следующим этапом будет нанесение разметки на часы циферблата. Для этого воспользуемся обычной копиркой для облегчения работы. Прокалываем по центру дырочку часового механизма. И я вот заранее распечатал такой шаблон. Теперь проделываем в центре шаблона отверстие. И одеваем его на ось часов. Теперь можно смело начинать размечать выделенную область. Здесь уже есть цифры и все метки, которые нам нужны. Проверяем, как он рисует, и видно. И обводим жирно все цифры. Конечно, неудобно, потому что древесина неровно имеет поверхность неровную, но в этом вся прелесть природного внешнего вида.
после цифры обведены, можно посмотреть, что у нас получилось. Снимаем кнопки и смотрим. Рисунок четкий, можно начинать выжигать. Для выжигания данного циферблата я использую старый добрый выжигатель, на котором нарисована чебурашка. И я этим выжигателем еще выжигал в детстве. До сих пор работает. Попробуем. Это самый, в принципе, для меня дорогой и несравнимый с современными слабыми выжигателями. Приступим. Вот, по сути, часы уже готовы. Осталось только поставить стрелочки, и в зависимости от того, как вы планируете их использовать, или настенные, или настольные, необходимо сделать крепеж. Я планирую сделать настольный крепеж, поэтому придется нижнюю часть подровнять и установить подставку, для того, чтобы они не падали. Берем болгарку и так же, как с совой, которую я делал до этого, подравниваем нижнюю часть бревнышка. Я использую насадку на болгарку, на которой установлено полотно наждачное. Необходимо снять лишний слой коры, для того, чтобы сюда плотно прилегла подставка. Теперь с помощью сверла на 1,5 мм просверливаем центр подставки, для того, чтобы не расколоть. И, соответственно, просверлим часы, для того, чтобы внизу было у них устойчивое положение. Должна быть строго по центру цифры 6. И после этого засверливаем. Теперь осталось закрутить с помощью шурупа по дереву эту подставку. Я использую саморезы длиной 5 мм. Этого достаточно, чтобы все хорошо зафиксировалось. Необходимо определиться, какая сторона устойчивее, и ее направить вниз. Пока наживляем, для того, чтобы определиться с местом вкручивания, и после этого можно крутить. Вот можно уже видеть предварительно часики, как они стоят. Вполне получилось устойчиво, но для лучшей жесткости с другой стороны крутим и просверлим еще один такой же саморез. Следующим этапом будет установка стрелок на свое место. Это самый последний этап, и он, в принципе, самый легкий. Для этого берем часики, стрелки, которые остались с часов. Сначала устанавливаем часовую стрелку, ориентируясь на 12 часов строго. С этого минутную, так же само устанавливаем, ориентируясь на 12 часов. И секундную. Здесь, в принципе, не играет роли, в какую сторону она смотрит. Смотрим, чтобы они не цеплялись одна за другую. И после этого можно вставить батарейки и проверить, как они работают. Мы посмотрим видео о том, как можно своими руками сделать часы из дерева. В этом нет ничего сложного, при наличии минимума инструментов это делается любым домашним мастером. Ставьте лайки, пишите замечания и комментарии, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!